Здравствуйте, друзья! Сегодня я узнал о самой ужасной катастрофе на корабле. Статья с сайта oursociety.ru. Автор статьи Игорь Савельев. Итак, кошмар на пароходе «Султанша». Большинство людей на вопрос, катастрофа какого корабля унесла самое большое количество человеческих жизней, без долгих размышлений ответят: гибель «Титаника». И будут неправы. В апреле 1865 года катастрофическим поражением южан закончилась самая кровопролитная в истории Америки война между Севером и Югом. Маргарет Митчелл в своем романе «Унесенные ветром» писала: «Месяц за месяцем через плантации лился поток страшных, бородатых, оборванных, похожих на пугало людей со стертыми в кровь ногами. Они возвращались к своим семьям. Это были солдаты разбитой армии конфедератов. Навстречу им таким же непрерывным потоком двигались когда-то захваченные южанами в плен федералы. Но даже несмотря на то, что боевые действия закончились, далеко не всем из бывших пленных удалось добраться до дома. Конфедераты содержали пленных северян в лагерях, расположенных в основном в штатах Джорджия и Миссисипи. Всего за время войны в плен попали более 30 тысяч федералов. Примерно треть из них погибла от болезней и голода, от которого не спасал скудный лагерный паёк. Но те, кто выжил, рвались домой, и правительству Линкольна пришлось серьезно озаботиться этой проблемой. А ведь помимо пленных нужно было вывести на север и регулярную армию, а это еще сотни тысяч солдат и офицеров. Вскоре было принято решение, что самый простой и дешевый способ переправить домой бывших пленных – это использовать пароходы, курсирующие по Миссисипи. К определенному сроку все освобожденные из лагерей южан федералы должны были собраться в миссисипском порту Виксбург, где чиновники посадят их на пароходы и доставят на север, в штат Иллинойс. Казалось бы, все просто, но правительство Линкольна платило перевозчикам от 5 до 10 долларов за человека в зависимости от его воинского звания, что составляло довольно-таки аппетитные суммы, особенно в том случае, когда речь шла о десятках тысяч человек. Эти суммы так подействовали на чиновников и частные перевозочные компании, что в Виксбурге разыгралась настоящая битва за право доставить героев на родину. После долгих интриг и происков в финал сражения вышли две крупные пароходные компании – Atlantic Mississippi и Народная купеческая линия. Теперь дело стало за правительственными чиновниками. Кого они предпочтут? Купеческая линия на тот момент располагала двумя довольно крупными пароходами – Леди Гей и Полин Кэрролл. Atlantic Mississippi, в свою очередь, могла предложить только один, небольшой, но довольно новый, всего 2 года, пароход «Султанша». Казалось бы, правильно заключить договор с обеими компаниями, но что-то помешало представителям Севера сделать этот логичный ход. Судя по всему, за правило Atlantic Mississippi положили в карман ответственность за фрахт чиновникам довольно крупную сумму отката, в результате чего зафрахтованным оказался лишь пароход «Султанша», а народным купцам было напрочь отказано. Перед выходом «Султанши» в рейс из Нью-Орлеана в Виксбург старший инженер котлонадзора Нью-Орлеанского порта заметил вспучивание одного из бойлеров паровой машины и настоятельно рекомендовал капитальный ремонт котла либо его замену. Однако капитан судна, северянин Касс Мейсон, решил, что заплатки на бойлер будет вполне достаточно, а ремонт можно будет сделать по возвращении. Янки поклоняются доллару, а Янки Мейсон был не только капитаном, но и совладельцем судна и не мог позволить себе потерять столь выгодный контракт. 21 апреля 1865 года речной колесный пароход «Султанша»
рассчитанный на перевозку 276 человек, отошел от пристани Виксбурга. На его борту находились 85 членов экипажа, 70 богатых каютных пассажиров и 2239 бывших военнопленных солдат армии Севера. Проще говоря, пароход вез почти в 10 раз больше людей, чем положено. По воспоминаниям одного из пассажиров, нас было напихано, как сельди в бочке. Спали стоя, потому что лечь было просто некуда. Через 6 дней ужасного путешествия султанша зашла в Мемфис, где приняла в свои трюмы более 5 тонн сахарного песка и 150 живых свиней. Обнаружив такое соседство, некоторые пассажиры начали возмущаться, но бывшим пленным, перенесшим все ужасы лагерей, было абсолютно все равно, с кем ехать домой, и скандал быстро затих. Убедившись, что пассажиры, несмотря на столь явное неудобство, ведут себя дисциплинированно, капитан велел отчаливать от пристани и держать курс на Сент-Луис. Время было далеко за полночь, и большинство путешественников поневоле, кое-как, уместившись на спинах соседей, пытались пережить еще одну ночь, утешаясь тем, что до дома осталось совсем немного. Около 3 часов ночи, когда пароход уже отошел примерно на 8 миль от пристани, обитатели прибрежных городков и деревень проснулись от страшного грохота. В ужасе жители Мемфиса высыпали на улицу, чтобы бессильно наблюдать огромное зарево, осветившее от горизонта до горизонта ночное небо. Кто-то предположил, что война не закончилась, ведь по-прежнему находился на свободе президент мятежного юга Джефферсон Дэвис, и отдельные отряды конфедератов кое-где еще вели боевые действия. Но все оказалось гораздо хуже и прозаичнее. Тот самый бойлер на Султанше, о котором предупреждал нью-орлеанский инженер, не выдержал давления и разорвался на куски, а следом за ним рванули еще 2 котла. Знаменитые высокие миссисипские трубы парохода рухнули за борт, а по его деревянному корпусу заплясали языки пламени. Исследователи этой трагедии предполагают, что 3 последовательных взрыва разом уничтожили около 800 человек. Буквально следом за взрывами загорелась верхняя палуба, на которой находились большинство пассажиров. Огонь быстро пожрал крепеж палубы, и та провалилась в трюм вместе с объятыми огнем людьми. Те, кто не погиб от взрывов, либо сгорели в трюме, либо просто утонули. Река Миссисипи в этом месте довольно широкая, до ближайшего берега несколько километров. А каково проплыть эти километры в холодной апрельской воде, отощавшим и измученным водой и пленом людям? В результате этой катастрофы, апофеоза человеческой жадности, погибли 1700 человек, что больше, чем при крушении Титаника. Еще несколько недель на берегах реки находили выброшенные трупы пассажиров Султанши. Но вскоре о катастрофе забыли, а точнее отодвинули на второй план. Ее затмило покушение на Авраама Линкольна и буквально следом казнь актера Джона Бута, убийцы президента. Буквально в тот же день сдались в плен последние остатки армии конфедератов во главе с уже бывшим президентом Дэвисом. Позже о катастрофе Султанши пытались не вспоминать. Слишком много было в ней замешано нечистых на руку правительственных чиновников. И сегодня ничего не изменилось. В стране существует общество потомков погибших на пароходе Султанша, но его членов стараются не замечать. Год за годом эти люди пытаются увековечить случившуюся 100 с лишним лет назад трагедию, но по-прежнему наталкиваются на сопротивление властей. Последняя их попытка в прошлом году поставить в Виксбурге или Мемфисе стелу погибшей на Султанше опять закончилась безуспешно. Вот так. В капитализме страдают простые люди ради наживы чиновников. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание.
Буду рад вас видеть на своем канале снова.